название нашей лекции «Богословие, философия Византии» и «Встреча на высшем уровне». Ну, как вам представляется, вот высший уровень, что значит в данном случае? То есть это самые высокие смыслы, что называется, да? Самые высокие идеалы. Ну и, конечно же, встреча с Богом. Это вот то, что фундирует всю византийскую культуру, всю византийскую цивилизацию. Это действительно ощущение того, что раз Господь пришел в мир, воплотился, значит, здесь возможно построение Царства Небесного в душе каждого христианина. То есть Царство Небесное внутри вас есть, как сказал Христос, и, соответственно, преображение, внутреннее преображение всей римской, греческой, в целом эллинистической культуры того времени, оно происходило постепенно. И вот как закваска, положенная в муку, все потом формирует, вот, все сквашивает, так вот и вот христианское благовестие, оно сформировало ту мощную византийскую культуру и цивилизацию, о которой мы сейчас говорим, и по крупицам прикасаемся, пытаясь восстановить то, что возможно восстановить, исходя из доступных нам источников. Соответственно, вот эта встреча на высшем уровне, да, это как бы приглашение вас к участию в этой встрече, да, вот встреча человека с Богом, и чтобы она произошла вот и в вашей жизни тоже. Ну вот лекция — это как иллюстрация того, как это было в Византии на интеллектуальном уровне, но в духовном уровне это у каждого своя история, скажем так. Ну вот посмотрим, как это отразилось в интеллектуальном дискурсе. Первый момент — это философское образование. Византийское, античное, эллинистическое, оно ставило своим идеалом, своей целью воспитание доброго и хорошего человека, так называемый идеал калокагатии. То есть красивый и добрый вот, одновременно. Это все относилось к аристократу изначально. И вообще слово «арете», добродетель, и «аристократ», «аристой» по-гречески — это лучшее, это слова однокоренные, то есть добродетель — это лучшее проявление качества человека. Соответственно, все образование греческое, оно строилось по этой модели, по этому принципу — сделать человека максимально хорошим, максимально добрым. Но вот с христианизацией античной мысли вся эта модель, вся эта традиция стала восприниматься как своего рода педагогика, то есть где-то вождение или пропедевтика к принятию тайны Боговоплощения, тайны воплотившегося Логоса. И, соответственно, вот такая философия, она отошла немножко на второй план. Она стала восприниматься как философия внешняя. Внешняя по отношению к философии внутренней, то есть философии во Христе. А внутренняя философия — это было непосредственно аскетическое делание человека, вот о котором мы с вами начали говорить, именно в борьбе со своими страстями, с той природой, искаженной, испорченной природой, которую человек получил в силу того, что он отказался от Бога общения и склонился на сторону духа общения с падшими ангелами. Они духи по своей природе, то есть они умные силы, чувствующие силы, но они исказили свою природу, и, соответственно, вот человек, склонившись в общении с ними, он уклонился от общения с Богом. И, соответственно, вот через Христа происходило возвращение к этому богообщению. Поэтому внутренняя философия, вот это внутреннее делание, стало для византийцев самым главным. И к внешней философии относились, с одной стороны, с неким отстранением, а с другой стороны, пытались то, что в ней было вот именно от естества, доброго естества, от того образа, который в человеке был изначально заложен, от голоса совести, по большому счету. Да? Вот это известно всем максимум, что не делай другому того, чего не желаешь себе, она же во всех культурах мира есть. Это вот тот самый естественный голос совести. И фактически вот эта античная традиция, она именно это и выражала. То есть то, как человек понимал собственный антропологический идеал. Но тем не менее мы видим, что вот в Византии однозначно есть уже дивергенция внешней философии и внутренней философии. Да, вот это нужно понимать. Они переплетались, они сталкивались временами, они взаимодействовали, но постоянно находились в активной фазе, скажем так. Потому что для византийцев, для них греческая культура, греческая античная философия была своим родным наследием. Ну вот у нас в нашей культуре, в русской, нет такой ситуации, да, чтобы были какие-то древние русские философы.
просто их нету. Да? А у греков, у современных, и у византийцев средневековых, у них была вот эта мощнейшая традиция античной мысли. Поэтому они, естественно, не могли от нее так просто отказаться, сказать, что все это не наше, это нам не нужно. Они ее переосмыслили, они ее преобразили и пользовались до самого конца своей цивилизации, ну и до сих пор пользуются. Если мы там посмотрим на книги греческих мыслителей, философов, историков мысли, которые занимались этим вопросом, допустим, Василий Татакис или Линос Бинакис, они как раз говорят вот об этом синтезе культуры, который до сих пор работает в греческой мысли. И, соответственно, вот несколько имен, если привести, наверняка они вам знакомы. Это Максим Исповедник, Иоанн Дамаскин, Патриарх Фотий, Михаил Псел, Григорий Палама. Вот эти вот имена, они как раз иллюстрируют единство вот этих двух традиций – освоение внешней мудрости и преображение ее посредством внутренней духовной работы. Но задолго до них, это первый, второй, третий, начало IV века, это была эпоха апологетов. И с одной стороны мы знаем, что был, допустим, Тертуллиан, который однозначно отсекал христианскую мысль от античного наследия. Он говорил, что может быть общего между Афинами и Иерусалимом. И говорил, ничего не может быть общего, потому что это языческая, вне библейская мудрость, лукавая, ложная, а здесь богооткровенное, истинное знание. Соответственно, он отсекал. Но были и среди апологетов те, кто, наоборот, пытался показать, что все ваше хорошее – это наше. Да, то есть, что и Моисей черпал, что и Платон черпал свои знания не сам из себя, а из традиции, которая восходила аж к Моисею. То есть, пытался показать древность античной традиции, которая уходила еще в незапамятные времена. И вот здесь мы можем упомянуть такие имена, как Иустин Философ, Афиногор Афинянин, Феофил Антиохийский, Мелитон Сардийский, Аристид, Татьян, Ермий Философ и так дальше. Фактически апологеты ставили своей задачей это дать рациональный, разумный ответ на расхожие обвинения в адрес христиан и раскрыть, опять-таки, рационально, разумно христианское благовестие, используя именно философский язык. Здесь зачастую мы видим, что противоставляется рацио и иррацио, да, иррациональное. И к иррациональному относят в том числе и веру. Но с точки зрения логики, если мы посмотрим на ситуацию разум и вера, здесь не совсем вот в этом рацио и рацио, чисто филологическом моменте, да, логика соблюдается, потому что если посмотреть на то, что противостоит разуму, мы поставим неразумие, да, и фактически вот иррацио – это и есть неразумие, а с точки зрения веры противоположно будет неверие, да, и, соответственно, может быть 4 ситуации – это разум какой? Верующий, либо неверующий, и наоборот, вера может быть какая? Разумная и неразумная, да, то есть у нас уже получается 4 диспозиции. А на самом деле никакой контроверзии, никакого противостояния между разумом и верой нету здесь, с точки зрения даже элементарной логики. Поэтому апологеты, они и опирались на разум, на философию, на размышления, на диалектику, чтобы донести, насколько это возможно для тех, кто может слышать вот их аргументы, адекватное понимание христианского благовестия. Ну вот небольшая цитата из Иустина Философа. «Итак, если мы иное утверждаем согласно с уважаемыми у вас поэтами и философами, а другое полнее и достойнее Бога, нежели они, и притом мы одни имеем доказательства, то почему так несправедливо ненавидят нас более всех? Когда говорим, что все устроено и сотворено Богом, то окажется, что мы высказываем учение Платонова. Когда утверждаем, что мир сгорит, то говорим согласно с мнением стоиков. И когда учим, что души злодеев и по смерти, имея чувствование, будут наказаны, а души добрых людей, свободны от наказания, будут жить в блаженстве, то мы говорим то же, что и философы». Апология 1. То есть, с одной стороны, апологеты развивали критику языческих представлений о божестве, а с другой они смогли при умеренном, разумном отношении к философии найти опорные точки для оправдания христианского образа жизни и понятия о Боге.
То есть пытались дать разумное основание для веры. В противовес двум оппозициям, вот это как раз золотой путь, царская середина, есть одна крайность – это мистицизм, есть другая крайность – рационализм. И, соответственно, вот умная вера, она находится посерединке, как и разумный, как и верующий разум. Соответственно, в противовес рационализму и мистицизму они вот пытались провести мысли по этой середине. И пытались, опять-таки, размежевать сферы внешней и внутренней философии. Современный исследователь Катарина Иродиакону, американо-греческий профессор, так эту ситуацию характеризует. Систематический анализ трудов византийских мыслителей показывает, что их мышление и аргументация были отнюдь не менее философскими, чем у кого бы то ни было до них или после них в истории философии. То есть и в эпоху Просвещения, и в эпоху томизма, западное Средневековье, и в античной философии, до византийской философии. Вот, можно сказать, что не было чего-то, того, чего не было у византийцев. То есть у них был и Платон, и Аристотель, у них были стоики, у них были эпикурейцы. Они давали внятный ответ на то, как сочетается то или иное философское или не сочетается то или иное философское мировоззрение с христианской мыслью. Одна из таких ключевых точек в развитии византийского менталитета – это византийский гуманизм. Византийский гуманизм он проходил таким синусоидным путем через разные эпохи истории Византии. Но вот один из них связан был с эпохой патриарха Фотия, с эпохой, которая была после иконоборчества. И, как пишет протоиерей Иоанн Мейндорф, с момента окончания иконоборчества в Византии стало умножаться число ученых, которые в духе гуманистов пробуждали в ромейском обществе интерес к наследию античности. Патриарх Фотий провел критическую и компилятивную работу греческих текстов, а Ариафа Кесарийский тщательно переписал древние рукописи. И всего лишь через несколько поколений появилась плеяда философов, для которых богословие уже не было средоточием интеллектуальной деятельности. То есть, здесь мы видим, протоиерей Иоанн Мейндорф, он как бы показывает возможность перекоса. То есть, с одной стороны, есть целостное состояние, когда богословско-философская мысль, она работает в синтезе. С другой стороны, есть вот крайность перехода сугубо в богословские материи и отказ от философского дискурса. А с третьей стороны вот есть уже предпочтение сугубо философского размышления и отказ от приоритетов богословия. Вот здесь он говорит о том, как раз, что многие гуманисты, вот, сохраняя внешнюю философию, вот эту внешнюю образованность, они утрачивали вот этот внутренний драйв жизни во Христе и пытались, уже обладая знанием, думая, что они знают, как ноу-хау, вот именно построить идеального человека, идеальное общество, без Христа пытаться вот устроить общественный идеал. Но это, наверное, постоянное искушение со времен грехопадения и до сегодняшнего дня, да, то есть два варианта, либо со Христом, либо без Христа. А только одна ситуация, когда было ожидание, надежда, чаяние, пришествия Мессии, а с другой стороны, при приходе Мессии это принятие либо отказ, и уже в нашу эпоху, да, вот христианской эры, это опять-таки, да, либо принятие, либо отказ, но уже в исторической перспективе. Поэтому эти две модели, они фактически, эти две крайности, да, они постоянно существуют. С одной стороны, почему крайность, мы говорим, вот богословская крайность, это когда человек отказывается от знания, от мудрости, от образования и полностью полагается сугубо на аскетику, сугубо на молитвенный опыт, на внутренний опыт. Да, это может быть дерзновение какое-то, да, вот это может быть подвиг определенный, мужество и в то же время смирение. Но зачастую у нас бывает перекос. У нас вместо адекватности получается такая вот фанатичная дремучесть. Да, то есть когда человек не имеет знаний, не имеет образования, он что-то прочитал, что-то узнал высокое, но при этом не может и сам адекватно выразить, и другим передать, и себя самого научить, да, и в себе разобраться. Поэтому вот византийские мыслители, они всегда настаивали на том, что человек должен быть образован и внешне, и внутренне. То есть и по внешней философии, и по внутренней христианской мысли. Это были и частные школы, и государственные школы, и монастырские школы. При каждом
на храме были школы, и, соответственно, человек не мог сказать, что у меня нет возможности прикоснуться вот к этой традиции, к этой античной пропедевтике, о которой мы с вами говорим. Дальше Ян Бендорф пишет так, что однако византийский гуманизм постоянно встречал оппозицию среди определенных церковных кругов, особенно среди монашествующих. Чтобы осознать всю ее глубину и остроту, достаточно вспомнить, что Михаил Псел, причем он был монахом и царедворцем, и полигистром, то есть широко образованным человеком. Вот Михаил Псел был современником преподобного Симеона Нового Богослова. Это выдающийся аскет, мистик греческой православной церкви XI века. И вот эти два выдающихся представителя византийской мысли XI века не смогли даже понять друг друга. Вот в чем парадокс, да? То есть говорили на одном языке, были оба христианами, но один был представителем сугубо монашеской традиции, вот именно внутреннего делания, и дистанцировался от внешнего образования, а другой был представителем интеллектуалов, эрудитов, гуманистов. И вот не произошло встречи. Вот у них встречи на высшем уровне, к сожалению, не произошло. Да, они оказались вот друг для друга закрытыми. Потом это будет, ситуация такая же будет с Варламом Калабрийцем и с Григорием Паламой, когда они тоже не смогут понять друг друга, и понадобится даже поместный собор, чтобы ситуацию вот их конфронтации интеллектуальной как-то разъяснить. Но вот современный болгарский ученый Георгий Каприев отмечает следующее, что несмотря на доминирование аристотельской традиции в византийской культуре VII-IX веков, патриарх Фотий, имея для себя основным критерием христианское учение, не считал себя всецело аристотеликом, ну вот если сравнивать с Михаилом Пселом, рационалистом. В одном случае, например, в учении о категориях он следовал Аристотелю, в другом в учении о родах и видах развивал в Иудее самостоятельно, а в третьем случае в учении о сущности критически отклонял учение Аристотеля. И в этом свободном подходе к великому наследию греков патриарх Фотий показывал себя независимым и разборчивым христианским мыслителем. Наверное, вот это вот самая такая адекватная позиция, да, вот независимость, разборчивость и верность христианству. Мы однозначно можем сказать, что для Византии была характерна ситуация континуитета, то есть продолжение античной традиции, античного наследия. Об этом пишет Клаус Эллер в своей статье, посвященной континуитету в византийском государстве. Вот именно внешняя философия, она транслировалась постоянно в византийском менталитете, что даже нашло отражение в иконографии. Известно, что традиция изображать философов античных сохранилась в церкви до самых последних веков, там, до 16-17 века, и изображали их под древом Иисеевым. Древо Иисеева – это изображение ветхозаветных праотцев родословия Господа Иисуса Христа. Вот то, что в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Луки родословие имеет место быть. Вот этих предков изображали в виде родословного древа, древа Иисеева. А философов античных, как своего рода христиан до Христа, их изображали под этим древом. Вот мы видим изображение древа Иисеева. Иконография однозначно сложилась к IX веку и потом получила широкое распространение в христианском искусстве. Например, можно увидеть такие изображения в Иверском монастыре на Афоне, в церкви Святого Николая, на острове около Янины, в местечке Бычково и в местечке Арбанесе в Болгарии и в других местах. Среди греческих философов, которые тут изображаются, можно увидеть и известных нам, это Сократ, Платон, Аристотель, Пифагор, Филон Александрийский, но и также видим политиков, Солон, писателей, Гомер, Плутарх, Фукидид и ученых, врач Гален, и даже мы видим из римской традиции предсказателей так называемой Сивиллы. По римской христианской легенде Сивиллы предсказали пришествие Бога на землю. И, соответственно, вот эта вот легенда о Сивиллах, она вошла также вот в эту традицию христиан до Христа.
Вот мы здесь видим фреску, на которой изображен Аристотель. XVI век – это церковь Филантропион на острове озера Янина. Или вот, например, из Благовещенского собора Московского Кремля роспись паперти, и здесь тоже мы видим Аристотеля. Ну, кратенько рассмотрим ключевые персоналии, обзорно даже, да, вот достаточно посмотреть на слайд и увидеть, что к ранневизантийскому периоду, это 4-7 века, относится несколько десятков имен. Это Олимпиадор, Симпликий, Прокл, Ориген, Фемистий, Синезий, Василий Великий, Григорий Низкий, Немесий, Эней Газский, псевдо-Дионисий Ареопагит. Ну, псевдо почему? Наверное, вы слышали, да, эту историю, что современный критический анализ текстов корпуса Ареопагитики показал, что эти тексты относятся к V-VI веку, а не к более ранней традиции, в которой жил Дионисий Ареопагит, а он жил в раннехристианские времена, I-II век. Ну, как бы то ни было, тексты, они принадлежат эпохи, с точки зрения феноменологии науки, принадлежат вот этому периоду, ранневизантийскому периоду философии и богословия. Дальше. Амоний Александрийский, Леонтий Византийский, Иоанн Филопон, Агапит, Георгий Песида, Менандр, Анастасий Синаид, Прокопий Гасский, Стефан Афинский, Максим Исповедник и Иоанн Дамаскин. Ну, наиболее известный из них, наверное, вот Максим Исповедник и Иоанн Дамаскин. Дальше, второй период, средневизантийский, это 9-12 века. Здесь мы встречаем уже не так много знакомых имен. Лев Философ, Патриарх Фотий, Арефа, Милетий, Феофан Нон, Михаил Псел, Иоанн Итал, Федор Смирнский, Евстратий Никейский, Михаил Ефесский, Николай Мефонский, Симеон Сиф, Иоанн Цец и Исаак Севастократор. Ну, наверное, вот наиболее известный это Фотий и Михаил Псел. Причем труды патриарха Фотия издавались до революции и в советское время уже не переиздавались. А вот работы Михаила Псела, его сочинения издавались в 90-е годы. Поэтому он нам более известен, чем патриарх Фотий. Но вот этот слайд про поздневизантийский период мелким шрифтом, да, чтобы все имена показать. Все-таки на одном слайде я разместил, но их мы видим, что больше в 2 раза, чем на предыдущих слайдах. Да. Эти имена нам практически вообще неизвестны. Никифор Валимит, император Феодор II Ласкарис, Мануил Алавол, Григорий Кипрский, Георгий Пахимер, Максим Планут, Лев Магенций, Федор Метахит, Никифор Хумн, Иоанн Педиасимос, Иосиф Филагриос, Иоанн Хортасмен, Варлам Калабрийский, Никифор Григора, Иосиф Синопский, Иоанн Актуарий, Иоанн Катрон, Иосиф Ракендит, Григорий Палама, Григорий Акендин, Николай Кавасила, Дмитрий Кедонис, Прохор Кедонис, Георгий Гимис Плефон, Георгий Трапезунский, Иоанн Аргирапул, Федор Гаский, Андроник Калист, Георгий Схаларий Геннадий, Виссарион, Михаил Апостолий. Ну, кто тут у нас более-менее на слуху, да? Это Палама, да, Григорий Палама. Ну и вот с ним связанный Варлам Калабрийский, да. Может быть, иногда про патриарха Геннадия Схалария вспоминается в связи с завоеванием Константинополя Мехмедом II. Да? Ну вот Никифор Григора с его историей, может быть, тоже знаком именно историкам, медиевистам. Ну вот так вот, такая ситуация. То есть эти все имена, они хорошо известны на Западе. Там издаются многотомные собрания сочинений, комментированные с научным аппаратом. У нас, к сожалению, вот, да, пока никак. Ну вот, разве что несколько лет назад вышла антология восточно-христианской богословской мысли. Вот там и те коллеги, о которых я уже говорил, приняли активное участие, и они собрали вот эту антологию в виде хрестоматии вот по всем этим периодам с IV по XV век. И хоть какое-то кратенькое представление можно вот из этой антологии, из этой хрестоматии почерпнуть, хотя бы в нескольких цитатах. Поэтому вот рекомендую. Есть очень хороший сайт azbuka.ru, может быть, вам знаком. Там множество разнообразной литературы касательно христианской культуры и цивилизации выложено в электронном варианте. В том числе вот там есть вот эта вот антология двухтомная
восточно-христианской богословской мысли, причем там есть подзаголовок ортодоксии и гетеродоксии, то есть там не только православные мыслители, но и, соответственно, неправославные, гетеродоксы приводятся так, чтобы можно было более объемно, стереоскопично посмотреть на вот эти вот, так сказать, непростые, но все-таки свободные отношения именно диалога. Конечно же, были разные мнения, да, вот исходя из того, как человек относился к внешней философии, как он пытался внешнюю философию применить при ответе на вопросы богословского характера. Вот опять-таки нужно не забывать, что греки, они очень любопытные, да, они постоянно задают вопросы. Это вот любимая их сократическая традиция. Сократ чем занимался? Он задавал вопросы, троллингом занимался, как некоторые говорят, да. А так ли это, да, вот. Правильно ли ты понимаешь, правильно ли ты знаешь вот то, что ты знаешь? Может, тебе кажется, что ты знаешь. И вот эта попытка досконально, скрупулезно рассмотреть объект мысли, она характерна вообще для греческой культуры. И вот это вот стремление породило и многие ереси. То есть человек начинал размышлять над Священным Писанием и задавал себе вопрос на тот или иной сюжет. Да? Вот, допустим, в каком теле воскреснут люди? В том же теле, в котором они были при жизни, или в ином каком-то. Да? И, соответственно, как это проверить с точки зрения науки, как это верифицировать? Пока не произойдет воскрешение из мертвых, мы этого не узнаем. Но суждение по аналогии, допустим, было. Раз Христос воскрес в своем теле, значит, и все остальные тоже будут в своем теле. Да? И вот ответ на вопрос тех, кто предполагал, что может быть в каком-то ином теле, да, то есть составленном из других элементов, допустим, да, он однозначно отсекался. И вот в синодике недели православия, который к IX веку относится, потом он дополнялся, вплоть до XIV века, даже дальше дополнялся, есть очень четкое анфиматствование, что вот те, кто мыслит, что в каком-то ином теле воскреснут люди, то, соответственно, анафема. То есть такое мнение, оно маркируется как неадекватное христианской мысли. Но на самом деле, еще раз говорю, нам не проверить, не верифицировать. Да? Но по аналогии суждение возможно, вот, и оно достоверно, да, что раз Христос воскрес в собственном теле, значит, и все остальные тоже также воскреснут таким же образом. Вот, да, то есть там другие свойства были. И сразу вот вы совершенно правильно в таком греческом режиме начали размышлять, да, вот, а что если вот так, а что если так, а если учесть вот эту ситуацию, да, то есть свойства другие, да, свойства иные, но тело тоже, да, вот, или как проблематика, допустим, несторианства. Несторий задался вопросом, да, кто и что, вот, родился, да, вот, Христос. Человек или Бог, да, то есть он склонялся вот именно как бы вот в противовес монофизитству, да, он начинал уже немножко юлить, там, да, что родился ребенок, да, значит человек, кто родился Христос, да, значит Бог. И вот здесь вот начиналась уже определенная логическая дивергенция, и многие впадали в разные версии, именно вот исходя из того, насколько они однозначно пытались именно в контексте логики Аристотеля или-или. Да? Потому что, да, согласно Аристотелю, в одно и то же время, об одной и той же вещи мы можем сказать, что либо есть А, либо не есть А. Да? Вот третьего не дано, что называется. Но сама ситуация христианства, она выше логики, она за пределами логики, потому что вот Бог воплотился, значит, Он, этот человек по имени Иисус Христос, Он и человек совершенный, да, и Бог совершенный. Поэтому здесь вот или-или, ну, просто не может работать. И то, и другое получается. Да? То есть это уже не дизъюнкция, а конъюнкция с точки зрения логики. Это надо учитывать. И вот такие моменты богословские, мы сейчас не будем подробно их рассматривать, да, вот именно тридологию, христологию, пневматологию, экклесиологию, потому что достаточно просто посмотреть догматическое богословие, чтобы увидеть, насколько вот эти вопрошания, они вот фундировали вот различные уклонения мысли. И в контексте греческой культуры это было нормально, да, потому что вот эта демократическая, скажем так, дискуссия, да, когда высказываются мнения, она свободна, но за мнение нужно отвечать, что называется. Да? То есть критерий – это Священное Писание. Если твое мнение не совпадает со Священным Писанием, а это истина факта, прежде всего, да? Это не какое-то умозрение, не какая-то модель интеллектуальная. Соответственно, лучше отказаться от интеллектуальной модели, да, чем войти в противостояние с истиной факта евангельского.
Вот в чем пафос, да? И получается, вот искушения для интеллектуалов, они начинали вот предпочитать свои именно интеллектуальные модели тому, что вот дано в Евангелии. Поэтому простая евангельская вера, она самодостаточна. Она не нуждается в каких-то экспликациях. Но только если, когда возникает в церкви разномыслие, какая-то ересь начинает доминировать, как это было с арианством, с несторианством, с монофизистом, монофилистом и так дальше, то сразу возникает какой-то голос, который одергивает, да? А вот это ж не по-евангельски, давайте рассмотрим, давайте рассудим. С точки зрения внешней философии все идеальные модели, интеллектуальные модели, они равноценны, потому что это всего лишь идеи, правильно? Мы можем все с вами размышлять, а что бы там, если бы и так дальше. Но это будут наши интеллектуальные модели. Мы можем спорить, не соглашаться, уточнять, но Евангелие, оно действительно рассекает вот своим благовестием, что вот свершилось совершенно невероятное событие, да? Бог стал человеком. Для иудеев соблазн, для эллинов безумие, да? Как перводвигатель, недвижимый, неизменный, по Аристотелю, может с изменчивой природой соединиться. Это нонсенс, это абсурд, это нелогично. Для иудеев это другой момент, да, они ожидали одного мессию, а пришел, точнее, у них был образ вот такого мессии, да, которого они ждали, покоритель народов, освободитель от римской оккупации, а пришел тот, кто исцеляет, тот, кто воскрешает, а этого оказалось недостаточно, да, вот. Не тот оказался. Соблазн. Да. Вот такая ситуация. Вот это вот учитывая, да, моменты приоритета евангельского над интеллектуальными моделями, мы, конечно, вот и воспринимаем вот, встречу на высшем уровне византийской философии, византийского богословия. Мы сейчас посмотрим на уже такие более точечные сюжеты. Вот с одной стороны, тут такой небольшой прилагается диалог между Аристотелем и преподобным Иоанном Дамаскиным. Аристотель о теологии, а Иоанн Дамаскин о философии. Да? Как бы неожиданный ракурс. Да? Мы привыкли, что Аристотель о философии говорит больше, да? А Иоанн Дамаскин о богословии. Тут вот так вот. А потом посмотрим несколько кейсов небольших. Значит, смотрите, в метафизике Аристотель так пишет о теологии. Наиболее божественная наука также и наиболее ценима. А таковой может быть только одна это, в двояком смысле, ну, то есть теология. А именно, божественная та из наук, которой, скорее всего, мог бы обладать Бог. Здесь маленькая буква, потому что это вот в аристотельской традиции, да, там не было большой буквы написания. Так, значит, это вот первая теология, да, то есть то знание о самом себе, которое имеет сам Бог о самом себе. Да? То есть лучше него никто не знает, каков он есть, правильно? Вот. Ни один человек, какими бы прекрасными познаниями не обладал, вот, интуитивными, основанными на Священном Писании, на экзегезе, на толковании, на размышлении, все равно не может получить полную достоверную картину об абсолютной сущности, о природе Бога. В этом плане всегда в богословии есть катафатика и апофатика. Апофатика – это то, что сокрыто от нас, то, что не явлено, не дано, не открыто. Это непознаваемая природа Бога. А катафатика – это то, что через свойства Божие, через рассматривание природы мы можем сказать о Боге, о Его атрибутах. Премудрость, благость, всемогущество и так дальше. И второе, и точно так же божественной была бы всякая наука о божественном. То есть то, что может человек именно размыслить через изучение, рассмотрение. И, соответственно, вот такая наука о божественном также будет божественной, вот, в силу божественности самого предмета размышления. Так, и Иоанн Дамаскин о философии говорит следующее. Что такое философия в новом христианском... Это общий вопрос, да? Что такое философия в новом христианском контексте, то есть внутренней философии. И вот Иоанн Дамаскин отмечает, причем опираясь на античные определения. Первое. Философия – это знание о сущих как о сущих. Второе. Знание божественных и человеческих предметов. Третье. Приготовление к смерти. Четвертое. Уподобление Богу. Пятое. Искусство искусств и наука наук. И шестое – это любовь к мудрости. Ну, здесь, на самом деле, полная цитата, она законспектирована, но она сужена вот до этих 6 позиций. Но вот та же вот Катарина Иродиакона, о которой я вам сегодня говорил, она отмечает в своем исследовании мысли Иоанна Дамаскина, что здесь
у нас присутствуют определения, которые взяты из различных античных школ. Ну, например, первое и пятое – это аристотельские определения. Знание сущих как сущих и искусство из искусств, и наука из наук. Ну, то, что мы выше видели, да, то есть самая высшая, самая лучшая, самая ценная наука – это теология. А здесь философия. Значит, дальше. Стоическое определение – это второе. Знание божественных и человеческих предметов. Это мы можем найти, например, у такого известного юриста римского Ульпиана. Там он говорит вообще-то о юриспруденции, что юриспруденция – это есть знание человеческих и божественных законов. То есть как устроен человеческий мир и как устроен божественный мир. Ну, здесь имеется в виду, что божественный мир – это то, что выше человеческого, то есть вот как бы высшие сферы. И также есть определение платоническое, это третье, четвертое, приготовление к смерти и уподобление Богу. Ну вот, более полная цитата Иоанна Дамаскина здесь присутствует, вы можете ее прочитать. В частности, говорится о помышлении смерти, что смерть бывает двоякой, произвольной и естественной. Естественно, это которой мы живем, и произвольной, в силу которой мы со страстью привязываемся к настоящей жизни. То есть это то, что связано уже с жизнью души, с произволением. И уже позднее вот будет Григорий Паламан на эту тему размышлять о видах смерти. Он будет говорить, что самое страшное для человека не та смерть, с которой мы встречаемся в нашей жизни, как разлучение души и тела, а самая страшная смерть и уже абсолютно тотальная – это разлучение души человеческой и Бога, то есть когда человек становится вне источника жизни. И дальше Иоанн Дамаскин пишет, что философия есть уподобление Богу. Уподобляемся же мы Богу через мудрость, то есть через истинное познание добра, а также через справедливость, которая каждому воздает свое и нелицеприятно судит. Наконец, через святость, которая выше справедливости, то есть через добро и воздаяние обидящим добром. Здесь мы видим уже в этом списке две кардинальные добродетели, которые проходят сквозной линией через всю античную мысль об устроении человека, о добродетели, которую он должен иметь. Это мудрость и справедливость. Святость – это уже христианская мысль. Но вот интересно пишет, что философия – это искусство из искусства, наука из наук. И искусство, по мнению некоторых, кое в чем погрешает, наука же не погрешает ни в чем, но только одна философия не погрешает вообще. То есть Иоанн Дамаскин усваивает в философии именно свойства истинного мышления. Наукой же будет всякое умственное искусство, грамматика, риторика и тому подобное. Кроме того, философия есть любовь к мудрости. Дальше внимание, здесь начинается силлогизм. Бог же есть истинная премудрость, истинная мудрость, извиняюсь. Таким образом, любовь к Богу есть истинная философия. Логично? Логично, да? После этого невозможно отказаться, да, от любви к Богу. Тот, кто любит философию, тот, кто стремится быть мудрым, должен любить Бога по определению. Вот, пожалуйста. Иоанн Дамаскин, он в этом плане очень четкий аристотелик. Вот его книга «Источник знания», она, с одной стороны, включает раздел диалектические главы или философские главы, с другой стороны, раздел догматическое богословие, и третье – это раздел о ересях, то есть об искажениях вот этого самого истинного христианского мышления. Соответственно, здесь есть и золотая середина, есть и преамбула, то есть философская диалектика, и плюс есть раскладка неадекватного мыслеполагания. Дальше он отмечает вот в контексте дискурса философской образовательной парадигмы то, что философия делится на теоретический раздел и практический. Теоретический раздел – это физика, математика, арифметика, геометрия, астрономия, гармоникой. И также в теоретический раздел входит теология, то есть метафизика. Вот то, что у Аристотеля было в метафизике, да, то есть теология – это наука о божественном. И Иоанн Дамаскин вот как раз об этом и говорит, что теология изучает что? Нематериальные сущности. Какие? Бог, ангел или ангелы, ангельский мир и душу. То есть то, что непосредственно относится к нематериальному в духовно-телесном устроении человека. Дальше, возвращаясь к Иоанну Дамаскину, практический раздел включает этику, экономику и политику.
Ну, экономика – это прежде всего домохозяйство, то есть как обустроить идеальным образом управление, менеджмент своим собственным домом. Тот, кто может свой дом хорошо вести, тот может и отвечать за общественный порядок, за общественное устроение, за службу государству. В чем же был континуитет античной мысли в христианском эллинизме? Мы уже подошли к этому напрямую, да? То есть это учение о человеке, учение о добродетели, учение об обществе, о мире и учение о Боге. Причем учение о Боге, как мы понимаем, логика здесь работала такая, что от языческого политеизма к философскому монотеизму и от философского монотеизма уже к христианскому теодологическому монотеизму. Вот так вот. Последующая работа мысли, она уже касалась усвоения именно вопросов триадологии, христологии, пневматологии и так дальше. Но для того, чтобы прийти ко Христу, прийти к Троице, нужно сначала сказать «верую во единого Бога». Да? Вот это общее исповедание всех монотеистов. А дальше уже по символу веры идет уточнение. Да? Вот если мы христиане, то мы уже верим таким образом. Мы пришли к ситуации, когда ученые обнаружили вот в этом контексте континуитета очень специфическую ситуацию. Это так называемый христианизированный эпиктет. Вот трактат Псевдо-Антония, так называемый, мы чуть позже рассмотрим, подробно очень. Я сейчас кратенько только скажу, что вот ученые современные, они в переводах на английский, французский, немецкий языки, вот это сочинение Антония Великого, которое состоит из 170 коротких сентенций, относят уже к ситуации не его авторства, то есть это псевдоэпиграф. Почему? Потому что вот там есть определенные указания на то, что это христианизированные сборник различных сентенций, восходящих и к стоической, и к эпикурейской мысли, и к платонической мысли. Дальше, кроме этого сборника, руководство Псевдонила. Это христианизированная версия руководства Эпиктета. Руководство Эпиктета о том, как прийти в состояние благодушия, апатии, бесстрастия, вот как жить по идеалам такой философской аскезы, скажем так, философская аскеза. И вот эта философская аскеза, она очень хорошо укладывалась в единство с аскезой христианской. И вот интересно, что такие корректуры в этой редакции Псевдонила мы видим. Там, где говорится о почитании единого Бога, вот о чем мы сейчас с вами размышляли, там Зевс, как верховный олимпийский бог, просто переименован в термин «бог» или «бог-господь». То есть это уже библейская ситуация. Там, где упоминается вот такой сократовский мудрец или сам Сократ, там мы видим авторитет восходит к апостолу Павлу, как такому апостолу-философу. Действительно, апостол Павел был очень хорошо образован, это видно и по его посланиям, и даже сохранилась такая легенда, что он якобы переписывался с Сенекой, или Сенека с ним переписывался, но ученые, так сказать, этот вопрос досконально изучают до сих пор, и так и не могут прийти к адекватному выводу, потому что не хватает данных филологического характера. Но, тем не менее, работа есть. Книги с названием типа «Апостол Павел и Сенека» вы можете найти и в переводах, и на английском языке. Они имеют место быть. Дальше. Есть христианский парафраз руководства Эпиктета, анонимный. Там тоже есть адаптированные тексты, уточнения, сокращения. Есть комментарии к христианскому парафразу руководства. Это 15 рукописей сохранилось X века. Есть версия руководства согласно манускрипту Vaticanus Graecus 2231, это 14 век. Написана эта версия с большим аскетическим уклоном, и она не зависит от других текстов. Вот все это взято из словарной статьи об Эпиктете, из словаря античных философов.
который был издан во Франции, в Париже в 2000 году. Словарь многотомный, там собраны все упоминания о всех античных философах, которые сохранились до наших времен. Вот кто знает французский, пожалуйста, вот рекомендую этот словарь, вот можете найти там упоминание любого персонажа, даже просто который где-то когда-то у кого-то упоминался, просто имя, да, и оно зафиксировано, оно прокомментировано, и в каком тексте, по какому поводу упоминается. Итак, вот эти вот сентенции, они касаются византийских сотниц, так называемых, да, и античные сентенции, они касаются вот следующих моментов. Это божественный и бессмертный статус души, определение сущности человека, роль разума в руководстве душой, трехчастность сил души, дихотомия тела и души, и 3 типа души – растительное, животное, разумное. Это к Аристотелю восходит. И также учение о кардинальных добродетелях, то есть о главных добродетелях. Вот сейчас посмотрим на некоторые из них по вот этим главам наставлению Антония Великого. Ну, как я уже говорил, к Сенеке, Эпиктету, Марку Аврелию, Солюстию восходят эти сентенции, которые ему упоминаются. Значит, вот у Антония Великого в наставлении мы читаем следующее. «Настоящий человек есть тот, кто понял, что такое тело, именно что оно тленно и маловременно. Таковы и душу понимает как следует, именно что она божественна и бессмертна, а будучи вдохновением Бога, соединена с телом для испытания и восхождения к богоподобию. Понявший же душу как следует, живет право и богоугодно, не доверяя и не поблажая телу. Созерцая Бога умом своим, он зрит умно и вечные блага, даруемые Богом». То есть здесь что мы видим? Концепт бессмертия души и концепт ее божественности, а также ее назначение. Это созерцание Бога и боговоподобление. Непосредственно особо христианского чего-то в этом тексте мы не видим. Да? Здесь не упоминается ни Господь Иисус Христос, ни Богородица, ни Троица. Ну, то есть никакой догматический момент нам не подсказывает, что это текст христианский. Просто посмотрите, вот Иоанна Златоуста, его проповеди, ну, даже вот на Евангелие, допустим, да, на Евангелие от Матфея, попробуйте, вот для себя эксперимент поставьте мысленно, да, вот сколько вы осилите текста, вот его проповеди, и сопоставьте, что это была проповедь, она произносилась с амвона в церкви, да, и стояли люди, такие же, как и мы, это слушали. И значит, у них был определенный образовательный уровень, определенный образовательный ценз, да, у них была определенная восприимчивость к этому тексту, да, то есть они слушали, воспринимали, понимали, усваивали, там записывали этот текст определенные там писцы, которые, да, вот, конспектировали, и потом вот все это в виде отдельного собрания проповедей на Евангелие от Матфея было издано, да, а мы сейчас открываем, и для нас как будто это вот сложнее Канта. Да, вот нам, чтобы Канта усвоить, сколько времени нужно, да, вот чтобы Иоанна Златоуста освоить, да, гораздо больше получается. Ну, это так, это мысленный эксперимент, попробуйте, да, вот. Даже не мысленно, а практически. Теперь посмотрим Платона, да, диалог Федон. Значит, там повествуется о загробном состоянии бессмертной разумной души в зависимости от отношения ее к телу. Ну, цитата немножко купированная, я только самую суть вот здесь вот оставил. Если что, вот Федон 107c, 108c. Но на самом-то деле, раз выяснилось, что душа бессмертна, для нее нет, видимо, иного прибежища и спасения от бедствий, кроме единственного – стать как можно лучше и как можно разумнее. Ведь душа не уносит с собой воить ничего, кроме воспитания и образа жизни. И они-то говорят, доставляют умершему либо неоценимую пользу, либо чинят непоправимый вред с самого начала его пути в загробный мир. Души, которые провели свою жизнь в чистоте и воздержанности, находят и спутников, и вожатых среди богов, и каждая поселяется в подобающем ей месте. Да, вы совершенно правы, здесь нет именно акцента на богоподобие, да, на богоподобление. Здесь есть именно место блаженства, да, или сельские поля, допустим. Ну, единственное, что для философов, наверное, усваивается по платонической традиции. Вот если человек стал настоящим философом, он как раз не получает забвение
испив из реки Леты, да, и, соответственно, сохраняет некую самоидентичность, самотождественность. Да, вот, поэтому, да, то есть вот именно сохранение собственной личности является вот моментом философского делания для античной традиции. Да, а человек, который не становится философом, он, соответственно, вот остается в таком бесчувственном состоянии, да, вот, как тень бродит по Аиду. Да. Вот в этом, конечно же, мы видим четкое различие. Ну и вот проверим себя, насколько мы вот эти два текста сопоставив, увидели ситуацию. Значит, к христианскому пониманию относится вдохновение Бога, восхождение к богоподобию и созерцание Бога и Его вечных благ. Вот это, собственно говоря, аспект сугубо христианский. А в остальном это учение о разумном стремлении к умеренности, к чистоте, к воздержанию, так же, как и представление о загробном блаженстве для такого вот аскета. Это оба текста, да, и Антония Великого, и вот платоновский, они здесь похожи. Следующий момент – утверждение, что ум руководит душой в стремлении к добру. Значит, мы у автора наставления, то есть у Антония Великого или псевдо-Антония Великого, читаем следующее. Люди обычно именуются умными по неправильному употреблению сего слова. Не те умные, которые изучили изречения и писания древних мудрецов, но те, у которых душа умна, которые могут рассудить, что добро и что зло, и злого и душе вредного убегают, а о добром и душеполезном разумно радеют и делают то с великим к Богу благодарением. Эти одни поистине должны именоваться умными людьми. Человеком должно называть или того, кто умен, по первому пункту, или того, кто принялся исправлять самого себя. Неисправного не должен называть человеком, потому что это, то есть неисправность, есть дело нечеловеческое. От таковых должно убегать. Сживающиеся со злом никогда не будут в числе бессмертных, то есть блаженным бессмертием. Здесь можно вспомнить поговорку, которая приписывается Сенеке: человеку свойственно ошибаться, но глупо упорствовать в своих ошибках. Мы знаем только первую половину этой поговорки. Человеку свойственно ошибаться, это частью все свои недостатки прикрываем. А вот вторая половинка, да, она не особо известна. То есть разумен тот, кто стремится к благу и исправляет свои ошибки. Ну вот еще один у нас есть такой пункт, это отношение к страданию. И мы сравним с текстом из Эпикура. Значит, вот у Антония мы читаем: «Те души, которые не обуздываются разумом и не управляются умом, который бы остепенял, удерживал и направлял, куда следуют страсти, то есть скорбь и удовольствие, такие души погибают, как неразумные животные, потому что у них разум увлекаем бывает страстями, как кучер лошадьми, вышедшими у него из повиновения». Ну вот кто помнит, да, это платоновская традиция. Вот две лошади, которые влекут либо вверх, либо вниз. И вот у Эпикура в письме к Миникею мы читаем следующее. Ну, если вы помните, эпикурейство воспринимается как пропаганда, в кавычках, да, воспринимается как пропаганда удовольствия, сладкой жизни, небрежение ни о чем высоком, невнимание к этому. Вот. И зачастую эпикурейцы, они такие сибариты, которые ведут роскошный образ жизни. Да? Но Эпикур вообще-то не был таковым и не об этом учил. Да, вот непосредственно обратимся к тому, о чем пишет Эпикур. Поэтому, когда мы говорим, что наслаждение есть конечная цель, то мы разумеем отнюдь не наслаждение распутства или чувственности, как полагают те, кто не знают, не разделяют или плохо понимают наше учение. Нет, мы разумеем свободу от страдания тела и смятений души. Трезвое рассуждение и следующая причина всякого нашего предпочтения и избегания изгоняющего мнения, поселяющее великую тревогу в душе. Вот это является объектом деятельности философа, то есть трезвое рассуждение. И более того, посмотрите, что Эпикур говорит о благочестии. Тоже Эпикура выставляет как атеистом, да, зачастую. А вот что он пишет. «Кто, по-твоему, выше человека, который о богах мыслит благочестиво и о страхе перед смертью совершенно свободен, который размышлением постиг конечную цель природы, понял, что высшее благо легко исполнимо и достижимо, а высшее зло или недолго, или не тяжело,
который смеется над судьбой, кем-то именуемой владычицей всего, и вместо этого утверждает, что иное происходит по неизбежности, иное по случаю, иное зависит от нас. Ибо ясно, что неизбежность безответственна, случай неверен, а зависящий от нас ничему иному не подвластны, и поэтому надлежит как порицанию, так и похвале. Вот можно добавить вот к этой дивергенции разных состояний, да, что может быть то, что от нас зависит, то, что случайно произошло, то, что по неизбежности происходит. Из христианского мирозрения добавить можно промысел. Да, вот божественный промысел, и люди делятся на две категории. Те, кто с ним соглашаются, да, и те, кто с ним не соглашаются. Соответственно, уже живут по своей воле. Вот. Ну, здесь даже была поговорка такая античная, христианизирована, как вы знаете, есть фраза, что судьба послушных ведет, а непокорных тащит. Вот в христианскую эпоху поменялось только одно слово – судьба. Да вы уже даже понимаете, на какое слово, да? Вот, что Господь смиренных ведет, а гордых тащит. Да? Вот такая ситуация. Но опять-таки здесь не сколько момент неизбежности или неотвратимости, или какого-то предопределения, сколько момент именно нравственный, этический, что вот зачем сопротивляться, да, когда все равно тебя и природа, да, и разум, и божественное попечение ведет только к одному, к благу, да, к счастью. То есть вот высшее счастье, высшее благо – это адекватное устроение собственной души. Вот все, больше ничего не надо, да, все остальное, оно вторично. То есть душа – это главный объект и античной философии, и христианской мысли. В этом плане они всегда шли рука об руку. Вот посмотрим на Марка Аврелия, на его размышления. Здесь он размышляет о том, как, в каком случае душа затевает мятеж вот против этого идеала благого, который разум сам ей показывает. И он отмечает, что душа не выдерживает вот высоты этого идеала, и поэтому затевает мятеж и движение к несправедливости, к разнузданности, к гневу, к печали, к страхам. И все это есть не что иное, как отступничество от природы, то есть от природы человека, от природы его души, от его разума. И вот здесь такой момент ключевой, на самом деле. Марк Аврелий, его даже христиане считали своим, но вот его гонения, они его же репутации, собственно, и повредили. Да, вот, в этой фразе характерно то, что душа не выдерживает и отпадает от этого идеала, не выдержит высоты его. И получается так, что своими силами, да, человек, ему трудно человеку дойти до реализации вот этого высшего идеала божественного устроения. И здесь, конечно, вот возникает и смирение, и прошение о помощи, и человек как-то пытается уже хоть немножко молиться. Но опять-таки, если сравнивать молитву, да, то мы видим, что молитва об этом могла быть и у верующего язычника, да, там, к Юпитеру, к Зевсу. Юпитера называли отцом, Зевса называли отцом, да. Христиане Бога называют отцом. Соответственно, вот одно дело, когда есть интеллектуальная модель, да, вот о чем мы с вами говорили, то Юпитер, Зевс, как некая вот такая, мы знаем, в римской традиции именно абстрагирование высшего понятия, да, богиня правосудия, богиня справедливости, истины и так дальше, там, веритас. Также вот и абсолютный бог философов. Но он, получается, никак себя не проявлял в истории. Да? А вот библейский бог, который не просто проявлялся в истории, но еще и воплотился, вот здесь уже конкретная встреча и произошла. Вот эта вот демаркационная линия постоянно лежит между человеком и Богом. Да? Одно дело — это идеальная конструкция, идеальная модель, да? Другое дело — это реальный живой Бог. Вот это нас все время пугает. Нам проще общаться с моделями, с конструкциями, с идеалами. Да? Мы можем сказать в какой-то мере, да, что тяжело, не могу своему идеалу соответствовать. Ну и ладно, подожду в другой раз. Да? А от личного Бога, ну как? Ну как можно отвернуться от отца, от матери? Ну, невозможно, да? Это рана на сердце, на душе. Можно отвернуться от текста, написанного на стенке размещенного, да, это можно. Вот. От своих там фантазий, да, там стишков там каких-то, да, вот можно отвернуться. От реальной личности не отвернешься. Вот это самое главное, да, то есть вот внешняя и внутренняя философия византийская, они вот в этом и отличаются. То есть есть ли чувствование личности или нет чувствования личности. Я кратенько упомяну, наверняка вы в основном знаете, да, что вот главные добродетели античной философии – это сообразно началом
вожделевающего начала, яростного начала и разумного начала по Платону. Вот три силы души, они имеют некое идеальное применение. Соответственно, для разумной части души главная добродетель – мудрость. Для яростной части души главная добродетель – это мужество. Для вожделевательной части души главная добродетель – это умеренность или сдержанность. Ну и все эти три добродетели объединяет справедливость, то есть некий баланс, да, вот некий критерий, который распределяет адекватное управление душой. И вот эта справедливость, как пишет Платон в трактате «Государство», книга 4, 443 д.е., она является именно в том, что человек пытается подлинно устроить внутреннее воздействие на самого себя и на свои способности. Поистине справедливость была у нас чем-то и в таком роде, но не в смысле внешних человеческих проявлений, а в смысле подлинно внутреннего воздействия на самого себя и на свои способности. У Аристотеля эта ситуация продолжилась, рассмотрение добродетелей, но он отметил следующее, что есть интеллектуальные добродетели, так называемая мудрость, рассудительность, сообразительность, а есть нравственные добродетели, это мужество, умеренность, щедрость, стыд, кротость, правдивость, великодушие. И главным принципом вот в работе с этими добродетелями, этическими или нравственными, является понятие мера. Мера как золотая середина между крайностью недостатка качества или избытка качества. Ну, допустим, мужество определяется как мера между страхом, трусостью и безумной отвагой. Это вот связано с еще и своего рода волюмизацией. Да? Мужество может быть ближе к безумной отваге, чем к страху. Благоразумие может быть мерой между бесстрастием и распущенностью, но ближе все-таки к бесстрастию. Щедрость – это мера между скупостью и мотовством, но все-таки ближе к мотовству. Поэтому вот этот момент всегда может неким образом двигаться, да, вот определенная волюмизация. Иногда на занятиях по философии преподаватели предлагают студентам вот расписать список из качеств человеческих по этим трем аспектам: царский путь и избыток либо недостаток. Вот скажите, кто-нибудь вам когда-нибудь на лекциях такое предлагал и на практиках по философии? Нет, да? Ну вот, пожалуйста, я предлагаю, поэтому можете вот в виде такого домашнего задания длиной в жизнь, да, вот взять рулон обоев, например, да, и расписать, сколько качеств. Ну вот я помню, что у меня студенты писали, там около 100 качеств получалось. То есть это такая глубина интроспекции, глубина распознавания. И если посмотреть на византийские списки грехов, их градаций, то как раз примерно вот столько и получится. На 2-3 странички вот подробнейшие экспликации всех состояний человеческой души в этих вот списках регламентируются, да, расписываются. Поэтому вот это напрямую учение Аристотеля о царском пути, оно повлияло и на Евагрия Понтийского, и на Иоанна Лествичника, где подробнейшим образом расписывается вот эта вот ситуация противостояния. Но у Евагрия Понтийского, допустим, мы видим 8 ключевых оппозиций, бинарных оппозиций. Здесь нету вот этой волюмизации по избытку, недостатку качества, здесь просто бинарная оппозиция. Но, тем не менее, вот мы видим, что некоторые из них относятся вот к вожделевательной силе души, некоторые относятся к яростной силе души, вот. А некоторые относятся к телу, к телесности, некоторые относятся вообще в контексте библейского мировоззрения к духовному состоянию человека. Да? То есть, вот, допустим, в античной традиции там мы не видим, чтобы гордость, тщеславие, да, как-то вот особо осуждались, наоборот, соревновательность, достижение какого-то идеала, вот эти вот Олимпийские игры с их различными аспектами состязаний в театральном искусстве, в декламировании, в спортивном единоборстве. Человек достигал лучшего, да, вот, должен был гордиться своими достижениями. Но вот в христианской традиции гордость – это одно из свойств падшего ангела, ну, главное свойство, да, собственно говоря, из-за этого он и упал со своего достоинства. И вот у Евагрия Понтийского мы видим, да, любовь против гордости, смирение против тщеславия работает, кротость против гнева,
нестяжание против сребролюбия, радость против печали, мужество против уныния, воздержание против чревоугодия и целомудрие против блуда. Вот смотрите, мы видели Антония Великого, да, вот текст о добродетелях. Мы видели Иоанна Дамаскина, размышления философии. И вот сейчас 12 век, Петр Дамаскин, другой автор. Но ведь насколько похожа, насколько близка его диалектика, вот той диалектика, которую мы видим у Платона, у Аристотеля, у того же Евагрия Понтийского. Мудрость, целомудрие, мужество, правда, упоминание 3 душевных сил, которые связаны с разумной частью, с вожделевательной частью, с раздражительной частью, а так же, как у Аристотеля. Вот ничего не изменилось, да, континуитет полный. Также идет раскладка по чрезмерности, допустим, мужество выше дерзости и ниже боязливости. Та же самая ситуация, что у Аристотеля. Правда выше недостаточности, ниже излишества. Трактат Петра Дамаскина «Напоминание душе своей». То есть это все говорит нам о однозначном континуитете. Перейду к дисконтинуитету, чтобы нам вот эту тему закруглить, да, континуитет и дисконтинуитет. Но дисконтинуитет, понятно, что это не следование руслу античной традиции. Сразу такой провокационный вопрос, ситуационный. Чей же был приоритет в этом дисконтинуитете, да, и континуитете, соответственно? То есть кого больше переписывали, кого больше цитировали, того и продолжалась традиция. Соответственно, кого меньше цитировали и переписывали, с тем мыслителем был дисконтинуитет. Итак, вот по анализу, который провела Катарина Иродиакону, профессор, о которой я уже сегодня говорил, сохранилось рукописей византийских творений Аристотеля 1000 копий. А текстов Платона 260 копий. Многое, конечно, было утрачено, но вот из того, что есть. Даже вот по этому сопоставлению мы видим, что Аристотеля в 4 раза, да, больше, чем Платона. Даже при том, что многие положения и Аристотеля и Платона в равной степени анафематствовались вот в упоминавшемся уже синодике недели православия. Значит, дисконтинуитет однозначно был в отношении учения Аристотеля о том, что Бог – это простой движитель небес, перводвижитель, проявляющий очень малое количество промысла, провидения о судьбах мира. То есть пребывающий сам в себе, как бы, вещь в себе кантовская. Второй пункт, осуждаемый изучение Аристотеля, это вечное бытие мира. Это область онтологии. И область этики – это отсутствие учения о будущей жизни. У Платона следующие анафематствовались положения. Это иерархическое подчинение первопричин, это эманация из первопричин, это независимое существование вечных идей и идеи божества, и это присуществование души и метампсихоз души. Вы помните учение об анамнезисе у Платона, да, припоминание, то есть душа как бы припоминает о том, что было с ней в прошлой жизни, и тем самым приходит в большее познание самой себя. Вот эти вот положения, они однозначно, с ними однозначно порывалось в христианской византийской традиции. Многие вопросы рассматривались в период апологетов, в период Вселенских соборов, впоследствии на поместных соборах Православной Церкви Византии они рассматривались. И вот в этот синодик по неделе православия они вошли. Ключевым моментом здесь может быть закрытие Афинско-языческой неоплатонической академии при Юстиниане I в 529 году. То есть это однозначно дисконтинуитет. Юстиниан порывал с этой демократической традицией сосуществование различных дискурсов в пространстве общества и государства. Мы помним, Юстиниан был однозначным защитником сугубо христианского мировоззрения. Он стремился всеми возможными способами, доступными ему, сделать всех своих подданных христианами. Вот такой проект у него был. Да? Насколько он удался, это уже историкам судить. И вот в этот синодик в неделю православия
входят следующие положения: против иконоборцев, против Иоанна Итала, его школы, против Нила, против Богомилов, против Евстратия, Льва Халкидонского, против Василаки, Сатириха и прочих, против Иоанна Ириника, против митрополита Киркирского Константина, против Варлаама и Акиндина. И мы сейчас с вами рассмотрим буквально два момента, две цитаты приведу вам из синодика. Первое. Язык немножко такой как бы средний между церковнославянским и дореволюционным, да, вот такая витиеватость, поэтому надеюсь, что поймете все-таки главную мысль. Да? Предпочитающим буйную внешнюю философов глаголемую премудрость и наставникам их последующим и предодушевлению человеческих душ или яко подобно бессловесным животным сии погибают и ни во что же вменяются приемлющим, и сего ради воскресения и суд и, конечно, воздаяние извещающих, отметающим анафема. То есть анафема кому? Те, кто верит в платоновское учение о пресуществовании души, или те, кто верит, что человек как животное исчезает просто, да, вот растворяется. Те, кто отрицает воскресение, суд и конечное воздаяние. Следующее относится к Аристотелю. Вещество безначальное, и к Платону тоже, да, и идеи или собезначальное содетелю всех и Богу учащим, яко небо и земля и прочие от создания пресносущная суть, и безначальные пребывают непременно и противозаконополагают рекшему, небо и земля придут, слава же моя не придут, и от земли чегласа, гласующему божественную клятву на своей главы ведущим анафема. Но здесь главное что? Что вот представление о том, что вещество может быть либо безначальное, либо собезначальное, идеи также могут быть безначальные. Вот против этого воззрения однозначно церковь высказывается через анафематствование. То есть, опять-таки, нужно понимать, что это не ко внешним относится, да, не к какому-то там философу, который не христианин, а относится к тем, кто, будучи христианами по крещению, будучи чадом от церкви, почему-то начинают предпочитать вот эти мысли философские, внешних философов, как главные и базовые для себя. Да. Вот здесь именно для уврачевания своих собственных чад. Не для того, чтобы в анафемы всех в ад отправить, те, кто не относится вообще к христианской культуре и цивилизации, а чтобы своих вот вразумить. Вот те, кто именно увлекаются внешней философской премудростью. И само вот это вот увлечение внешней философской премудростью, оно очень четко обозначается, в каком случае оно приемлемо. Вот это момент континуитета вот в этом синодике недели православия. Приемлющим эллинские учения и не ради учения токмо сильно учащимся, но и мнением и четным последующим, яко истинно верующим анафема. То есть тут дивергенция между изучением античной философии как, собственно, учебного материала. Да, такое было. Как мы с вами сказки изучаем древнерусские. Мы же не верим, что это истина, что Баба Яга существует, да? А просто изучаем свой фольклор. Так вот и здесь. Изучение античной философии как учебный материал нормально, да? Ну, приемлется. Но считать, что все положения античной философии истинны, это неадекватное представление, потому что есть только одно истинное учение, это учение, которое сам Бог открыл. Ну, по Аристотелю мы с вами говорили, да, что то, что Бог сам знает о себе, является истинным богословием. И раз именно через Иисуса Христа Бог открыл себе, человеку, то, что нужно было открыть, значит, нужно только это и слушать. Да? Вот. В этом вот акцент именно христианского византийского менталитета. А античная философия – это инструментарий, это диалектика, это умение адекватно мыслить, грамотно мыслить, четко мыслить, последовательно. Это действительно аппарат научный, который вот мы используем в своем движении развития ума. К вере он не особо относится, да, то есть это именно то, что помогает нам эту веру уяснять, да, то есть вот от вопроса к вопросу, отметая недолжное, неадекватное, невнятное, вот, преодолевая искушения различные, логические, вот, движется разум человеческий к богопознанию. Это вполне нормально, то есть то, что нам дано, об этом можно размышлять, да, об этом можно говорить. Это уже область догматического богословия. То есть кто из вас хочет более подробно разобраться, вот как же вот догматическое богословие двигалось по пути, царского пути, извиняюсь за тавтологию, да, вот, отклоняясь от Сциллы и Харибды, вот от этих двух крайностей, да, и пытаясь вот выявить адекватное догматическое положение по тому или иному вопросу, вот эта история свободного дискурса богословского. Ну, понятное дело, что те, кто были выявлены как мыслящие неадекватно, они просто
маркировались. Этот человек не с нами. Да? Вот. Анафема — это, собственно говоря, есть размежевание. Это не проклятие, это размежевание. Он не с нами. Ну и фактически, получается, у нас вопрос ставится: платонизм или аристотелизм? Получается, и не то, и не другое. И не платонизм, и не аристотелизм, а именно внятное использование и того, и другого, насколько это возможно использовать. Да? То есть ни к какому предпочтению не было отдано в византийской христианской мысли, ни одному изучению этих не было отдано предпочтение. И мы знаем, да, что, допустим, на Западе томизм – это официальная доктрина католической церкви. Да, то есть вот то, что Фома Аквинский сделал, соединил логику Аристотеля и христианское учение, и развитие догматов из этого получилось при помощи логических каких-то построений силлогизмов логических, а там однозначно он соединился с Аристотелем. Иногда считают, что на Востоке платонизм доминировал. Ничего подобного. Мы с вами вот из этой лекции увидели, да, что в основном предпочтение давалось все-таки Аристотелю. Да? И ереси многие возникали именно из метафизики Платона. И аристотелики, они сопротивлялись вот этим ересям при помощи как раз дискурса диалектического. Ну, здесь можно привести цитату из Сергея Сергеевича Аверинцева. Не раз возникала ситуация, когда защитник православия выступал как аристотелик против еретического платонизма. Например, Николай Мифонский в середине XIX века призывал себе на помощь аристотельскую критику теории идеи против гетеродоксального учения Сатириха Пантевгена. Георгий Гимес Плефон был язычником, и с ним при помощи логики Аристотеля как раз спорил Геннадий Схаларий, убежденный аристотелик. Вот, пожалуйста. Да? Или споры при помощи терминов «усия» и «энергия» в ходе разборов вопросов триадологии и христологии. Но об этом тоже Аверинцев пишет. Так, все же недаром Григорий Палама выступал еще почти подростком при дворе с рефератом по логике Аристотеля, и та пара терминов «усия» и «энергия», при посредстве которых он решает проблему соотношения между трансцендентностью и имманентностью божества и обосновывает столь характерную для православия доктрину сихазма, заимствована именно у Аристотеля. Вот такое мнение Аверинцева из книги «Христианский аристотелизм как внутренняя форма западной традиции и проблемы современной России». Актуально, да? Проблемы современной России. Но, в принципе, мое время истекло. Ну, тогда благодарю за внимание, за то, что вы пришли. Спасибо большое.